Все видео данного мастер-класса вы можете найти в одном плейлисте по ссылке в описании к этому видео. Теперь приступаем к 13 ряду. В этом ряду вокруг каждого столбика с накидом мы будем провязывать пышный столбик с 4 накидами, рельефный лицевой. Сейчас выполняем 1 воздушная петля подъема, накид, вот так крючок немножко назад заводим, обхватываем вот так сам столбик, само тело столбика, цепляем нить и вытягиваем ее повыше, примерно на высоту столбика с 1 накидом. Это мы сделали первый накид. Выполняем второй накид. Также крючок назад, обхватили столбик, цепляем нить и вытягиваем повыше, примерно на высоту столбика с накидом. Это уже 2. Третий. Опять вокруг столбика, зацепили нить и вытянули повыше. И 4 накид, опять вокруг этого же столбика, обхватили, зацепили нить и вытянули повыше. Теперь вот эти все вместе навязки мы сейчас вместе за один прием закрываем. Цепляем нить и аккуратно протягиваем через все вот эти петли. Вот так. У нас вот таким образом получился пышный рельефный столбик с 4 накидами. Теперь сразу же в следующую арку 2 воздушных петель провязываем 2 столбика без накида. 1 и 2. Теперь вокруг следующего столбика с накидом мы также провязываем пышный столбик с 4 накидами. Выполняем накид, обхватываем столбик вот так за само тело столбика, вытянули петлю повыше, 1, накид, 2, накид, 3, накид, 4. И теперь вот эти все навязки мы вместе за один прием закрываем. Вот так. И затем в следующую арку 2 воздушных петель 2 столбика без накида. 1, 2. И вокруг следующего столбика также пышный столбик с 4 накидами. Накид, обхватили, вытянули петлю повыше. 2 накид, обхватили, вытянули. 3, обхватили, вытянули. 4, обхватили, вытянули. И все эти навязки вместе мы закрываем. Вот так. И затем сразу же в следующую арку 2 воздушных петель провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. Вот таким образом мы провязываем ряд до конца. Провязали 13 ряд до конца, в последнюю арку выполнили 2 столбика без накида. И теперь соединяемся с самым первым пышным столбиком, вот так в вершину, просто соединительной петлей. 14 ряд. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с 1 накидом. Еще 2 воздушные петли, как арка. Столбик с 1 накидом сюда же, в этот же пышный столбик, в вершину. Вот так, то есть мы провязали 2 столбика с 1 накидом и 2 воздушные петли между ними. Теперь следующие 2 столбика без накида мы пропускаем, и в следующий пышный столбик в вершину мы провязываем то же самое. Накид, в вершину пышного столбика провязываем столбик с 1 накидом, 2 воздушные петли и столбик с 1 накидом сюда же, в этот же пышный столбик. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Столбики без накида мы пропускаем, а в каждый пышный столбик мы провязываем столбик с 1 накидом, 2 воздушные петли и столбик с 1 накидом в этот же пышный столбик. Вяжем таким образом ряд до конца.
Провязали 14 ряд до конца, выполнили последние 2 столбика, 2 петли между ними. По рисунку здесь мы пропускаем вот эти последние 2 столбика без накида и соединяемся в третью воздушную петлю подъема просто соединительной петлей. Теперь приступаем к 15 ряду. Сейчас выполняем 1 воздушная петля подъема, накид, заводим крючок назад вокруг последнего столбика, вот этот, который у нас был. Его вот так обхватываем, само тело столбика, и провязываем столбик с одним накидом, но не до конца. Вот так у нас на крючке остается 2 петли. Теперь выполняем накид и вокруг самого первого столбика, то есть в нашем случае это воздушные петли подъема предыдущего ряда, мы также вставляем крючок за само тело столбика и провязываем столбик с одним накидом, но не до конца. У нас 3 петли, и мы их провязываем вместе. То есть мы вокруг самого последнего и вокруг первого столбика провязали 2 рельефных лицевых столбика с одним накидом с общей вершиной. Теперь выполняем 1 воздушная петля и сразу же в следующую арку 2 воздушных петель провязываем столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. И вокруг следующих 2 столбиков мы также провязываем 2 столбика с общей вершиной, рельефные лицевые. Накид. Вокруг следующего столбика вот так вставляем крючок за само тело столбика и провязываем столбик с накидом не до конца. У нас 2 петли на крючке. Накид. Вокруг следующего столбика. Столбик с накидом не до конца. У нас 3 петли, и теперь их вместе провязываем. Вот такой у нас будет раппорт. Сейчас 1 воздушная петля, накид и сразу же в следующую арку столбик с накидом. 1 воздушная. Вокруг следующих 2 столбиков 2 столбика с общей вершиной. Вот так за тело столбика. И столбик с накидом. Не до конца. Накид вокруг следующего. Столбик с накидом не до конца. Они у нас таким захватом получаются рельефные лицевые. У нас 3 петли на крючке, и мы их вместе провязываем. Опять 1 воздушная и столбик с накидом сразу же в следующую арку. Вот так у нас получается в этом ряду. Вяжем так до конца. Провязали 15 ряд до конца, в последнюю арку выполнили столбик с накидом, 1 воздушная петля и соединяемся в первую вот вершину наших столбиков соединительной петлей. Теперь приступаем к 16 ряду, выполняем 1 воздушная петля подъема и вокруг вершины вот этих наших столбиков нам нужно провязать рельефный лицевой столбик с одним накидом. Выполняем накид. Крючок вот так назад немножко заводим, обхватываем вот эти наши столбики с общей вершиной и провязываем уже столбик с одним накидом. Он у нас таким обхватом получается рельефный лицевой. Вот так. Теперь выполняем 1 воздушная петля. И вокруг столбика с одним накидом, который у нас был в арке, мы провязываем вот такой пышный столбик с 4 накидами, рельефный лицевой. Выполняем первый накид, обхватываем столбик, вот так прям за само тело столбика. И вытягиваем петлю повыше примерно на высоту столбика с одним накидом. Это мы сделали первый накид. Второй. Крючок вот так обхватываем столбик, вытягиваем повыше. Это второй накид. Повыше это третий накид. Крючок назад вот так вокруг столбика. И 4-ю петлю вытянули. И теперь все вот эти навязки мы вместе закрываем. Вот так у нас получился рельефный пышный столбик с 4 накидами. Теперь выполняем 1 воздушная петля. И вокруг вершины следующих столбиков с общей вершиной мы провязываем рельефный лицевой столбик с одним накидом.
Вот так сделали накид, крючком прям вот так обхватываем вот эти два столбика с общей вершиной и провязываем рельефный лицевой столбик с одним накидом. Одна воздушная петля и вокруг следующего опять пышный столбик, накид и вокруг столбика обхватываем. Раз, накид, 2, накид, 3, накид и 4. И теперь все эти петли вместе закрываем. Одна воздушная петля, рельефный лицевой столбик вокруг вершины следующих столбиков. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 16 ряд до конца, выполнили последний пышный рельефный столбик, одна воздушная петля и соединяемся в вершину нашего самого первого рельефного столбика просто соединительной петлей. Теперь приступаем к 17 ряду. Сейчас нам нужно выполнить 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом с общей вершиной вокруг вот этого первого столбика, вокруг пышного столбика и вокруг следующего рельефного столбика. Выполняем 1 воздушная петля подъема, накид, вставляем крючок вот так немножко назад, вокруг нашего самого первого рельефного столбика, провязываем столбик с накидом не до конца. Вот так у нас 2 петли на крючке. Теперь выполняем накид, вставляем крючок вот так под арки, то есть вот за сам вот этот вот так пышный столбик. И провязываем также столбик с накидом не до конца. У нас уже 3 петли на крючке. Теперь накид и вокруг следующего рельефного столбика также незавершенный столбик с одним накидом рельефный лицевой. Вот так у нас получилось 4 петли на крючке, и теперь мы их все вместе за один прием провязываем. Вот так мы выполнили 3 рельефных столбика с общей вершиной. Теперь выполняем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И выполняем 3 рельефных столбика с общей вершиной, так же как мы сделали, вокруг этого же столбика, где мы сейчас находимся, вокруг следующего пышного и вокруг следующего рельефного. Накид, опять вокруг этого же столбика вставляем крючок, провязываем рельефный лицевой, незавершенный, у нас 2 петли, накид, вокруг пышного, вот так, рельефный лицевой незавершенный. И вокруг следующего рельефного столбика также незавершенный рельефный лицевой. У нас 4 петли на крючке, и мы их вместе провязываем. То есть вот такой у нас будет раппорт. Теперь выполняем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И у нас опять раппорт повторяется. Вокруг этого же столбика незавершенный рельефный лицевой с одним накидом, 2 петли на крючке, рельефный лицевой, вокруг пышного столбика незавершенный, 3 петли на крючке и вокруг следующего столбика также незавершенный рельефный лицевой. У нас 4 петли на крючке, и мы их вместе за один прием провязываем. И опять 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 17 ряд практически до конца. У нас остается здесь последний пышный столбик. Вот я здесь сделал последние 3 столбика рельефные лицевые с общей вершиной, 4 воздушные петли. И мы здесь выполняем рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг этого же столбика, незавершенный. Теперь незавершенный рельефный лицевой вокруг самого последнего пышного столбика. То есть вот у меня здесь уже начало ряда. Вокруг самого последнего пышного столбика рельефный лицевой незавершенный.
Теперь выполняем накид, и нам нужно сделать рельефный лицевой столбик, не завершенный вокруг самого первого столбика. Но мы не сразу вокруг него делаем, а нам нужно, чтобы этот столбик был сзади вот этого самого первого. Потому что по рисунку, видите, у нас каждый вот этот первый столбик, вот он сверху идет. Получается, вот этот у нас тоже должен быть сверху. То есть вот у нас идут вот эти столбики вот так сверху всегда. А второй столбик, вот он позади вот этого. И нам нужно сделать точно так же. Поэтому я сейчас вот этот столбик немножечко вот так отодвигаю, вставляю крючок вокруг этого первого столбика вот там. И этот, чтобы у меня наперед ушел. И здесь я вот так вставляю крючок, то есть вот у меня этот самый первый столбик, он впереди. И здесь я уже цепляю нить и провязываю столбик рельефно-лицевой с одним накидом, не завершенный. У нас 4 петли, и мы их вместе провязываем. Все, то есть вот у нас также по рисунку этот столбик впереди оказался. И теперь выполняем последние 4 воздушные петли. Раз, два, три, 4. И соединяемся в вершину наших первых столбиков с общей вершиной. Вот так. Таким образом, наш 17-й ряд завершен. Теперь приступаем к 18-му ряду. Выполняем соединительную петлю сразу же в следующую вот эту арку 4 воздушных петель. И сейчас сюда нам нужно провязать 6 столбиков с одним накидом и по одной воздушной петле между всеми столбиками. Первый столбик мы заменяем 3 воздушными петлями подъема. И еще одна воздушная петля как арка. То есть вот это первый столбик и арка одной воздушной петли. Накид. Выполняем второй столбик с одним накидом в эту же арку. Одна воздушная петля. Третий столбик с одним накидом в эту же арку. Одна воздушная петля. Четвертый столбик. Одна воздушная. Пятый столбик. Одна воздушная. И шестой столбик с одним накидом. Вот так мы в арку провязали 6 столбиков с одним накидом и между ними по одной воздушной петле. Теперь сразу же после вот этого шестого столбика в следующую арку мы выполняем столбик без накида. А затем у нас уже раппорт повторяется в следующую арку, то есть вот эти все столбики с общей вершины мы пропускаем. И в следующую арку мы провязываем 6 столбиков с накидом и по одной воздушной петле между ними. Прям сразу же после столбика без накида выполняем накид и в следующую арку провязываем столбик с накидом. Первый, одна воздушная петля. Второй, одна воздушная. Третий, одна воздушная. Четвертый, одна воздушная. Пятый, одна воздушная. И шестой столбик с одним накидом сюда же, в эту же арку. Затем сразу же в следующую арку выполняем столбик без накида. И у нас опять раппорт повторяется. Вяжем таким образом ряд до конца, чередуем. В одну арку вяжем 6 столбиков с накидом и по одной воздушной петле между ними. То есть здесь у нас 5 арок, получается 1, 2, 3, 4, 5. И сразу же в следующую арку столбик без накида. И опять 6 столбиков. Провязали 18 ряд до конца, выполнили последний здесь наш веер, 6 столбиков и по одной воздушной между столбиками. После последнего 6-го столбика в самую последнюю арку мы выполняем столбик без накида. И соединяемся соединительной петлей с первым столбиком, но можно соединиться прям вот так, за сами воздушные петли вставить крючок и выполнить соединительную петлю. Теперь приступаем к 19 ряду. Сейчас нам нужно сделать пышный столбик из 2 накидов. Первый накид мы заменяем, просто вытягиваем вот так петлю немножечко повыше, примерно на высоту столбика с одним накидом. Теперь это вот первый накид мы сделали. Теперь выполняем накид, это у нас второй получается. Вставляем крючок сюда же, в эту же арку.
вытягиваем петлю повыше, также примерно на высоту столбика с одним накидом. И теперь все эти петли мы вместе провязываем. Вот так, то есть это у нас получился пышный столбик из 2 накидов. Теперь выполняем 2 воздушные петли. И в каждую из следующих 3 арок, вот 1, 2 и 3, мы провязываем пышные столбики из 3 накидов. Сейчас выполняем первый накид и в следующую арку вставляем крючок, вытягиваем петлю повыше. Второй накид, опять сюда же, в эту же арку, вытягиваем повыше. И третий накид, сюда же, в эту же арку, вытягиваем повыше. И теперь все вот эти петли мы вместе закрываем. Вот так у нас получился пышный столбик с 3 накидами. И нам нужно таких сделать 3. Вот еще в следующую и в следующую арку. И между этими пышными столбиками также делаем 2 воздушные петли. 1, 2. И в следующую арку также пышный столбик. Накид первый. Вытянули петлю повыше. Второй. Повыше. Третий. Повыше. И все это дело вместе мы закрываем. 2 воздушные петли. И в следующую арку третий такой пышный столбик. Накид. Вытянули. Второй. Вытянули. Третий. Вытянули и закрыли все вместе. Вот так у нас будет 3 пышных столбика с 3 накидами. Теперь также выполняем 2 воздушные петли. 1, 2. Перед нами последняя арка вот этого веера предыдущего ряда. Мы в нее провязываем пышный столбик с 2 накидами, но мы его не закрываем. Первый накид. В эту последнюю арку вытянули 1, второй накид, вытянули 2. Вот так, не закрываем. Теперь вот это здесь мы все пропускаем, вот эти столбики, столбик без накида. И в первую арку уже следующего веера мы также провязываем первый накид, вытянули, второй накид, вытянули. И теперь вот эти все петли вместе мы закрываем. То есть получается, мы здесь провязали 2 пышных столбика с 2 накидами с общей вершиной в последнюю арку одного веера и в первую арку следующего веера. Теперь выполняем 2 воздушные петли. И тут у нас идет 1, 2, 3 пышных столбика с 3 накидами и также по 2 воздушные между ними. Здесь сделали 2 воздушные и в следующую. Поехали. Первый накид, вытянули, второй, вытянули, третий, вытянули и закрыли пышный столбик. 2 воздушные. В следующую арку первый накид, вытянули, второй, вытянули, третий, вытянули, закрыли пышный столбик. 2 воздушные. Накид, вытянули, второй, вытянули, третий, вытянули, закрыли в пышный столбик. 2 воздушные. Перед нами последняя арка этого веера. Мы в нее провязываем пышный столбик с 2 накидами, но не закрываем его. Первый накид, вытянули, второй, вытянули. Затем вот эти столбики мы в центре, столбик без накида пропускаем. И в первую арку следующего веера также первый накид, вытянули, второй накид, вытянули. И теперь мы это все вместе закрываем. Вот так. Затем у нас опять идет 3 пышных столбика. 2 воздушные. Опять в следующую арку. Выполняем первый накид, вытянули, второй, вытянули, третий, вытянули, закрыли в пышный столбик. 2 воздушные. Опять первый накид, вытянули, второй, вытянули, третий, вытянули, закрыли в пышный столбик. 2 воздушные. Первый накид, вытянули петлю, второй,
вытянули петлю, третий, вытянули петлю, закрыли в пышный столбик. 2 воздушные. Перед нами последняя арка, и здесь уже потом первая арка следующего веера. И мы провязываем 2 пышных столбика с 2 накидами с общей вершиной. Первый накид вот в последнюю арку этого веера. Раз, второй накид, 2. И теперь в первую арку следующего веера. Первый, вытянули, второй, вытянули. И закрываем все это вместе. Все, далее опять 2 воздушные петли. Все, то есть вот такой у нас получается раппорт. У нас здесь 3 пышных столбика с 3 накидами вот посередине. И между собой эти веера мы соединяем вот так 2 пышными столбиками с 2 накидами только. И делаем им общую вершину. То есть в последнюю арку одного веера и в первую арку одной воздушной петли следующего веера. Вот так их вместе. И по 2 воздушные везде между ними. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 19 ряд до конца. Вот я выполнил последние 3 пышные столбика с 3 накидами, 2 воздушные петли. Передо мной остается самая последняя арка одной воздушной петли. Мы в нее сейчас провязываем пышный столбик с 2 накидами не до конца. Первый накид. В эту последнюю арку вставляем крючок, вытянули петлю, второй накид, вытянули петлю. Вот так у нас вот эти навязки получились. И теперь вставляем в вершину самого нашего первого пышного столбика крючок и провязываем соединительную петлю сразу через все наши вот эти петли. Все, вот таким образом мы завершили 19 ряд. Теперь приступаем к 20 ряду. Этот ряд у нас будет последний. Сразу же в следующую арку 2 воздушных петель перед первым пышным столбиком с 3 накидами, который был, выполняем 2 столбика без накида. Раз, 2. Затем в следующую арку выполняем 3 столбика без накида. Раз, 2, 3. Вот этот пышный столбик у нас получается посередине, то есть у нас было 3 столбика, это второй пышный столбик, я имею в виду, вот этот у нас был второй столбик, и мы над ним выполняем пико из 3 воздушных петель. Выполняем 1, 2, 3, вставляем крючок в вершину и одну петлю последнего провязанного столбика без накида, вот так, за 2 петли. И выполняем соединительную петлю. Вот так у нас получилось пико из 3 воздушных петель. Затем сразу же в следующую арку выполняем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. В следующие 2 арки, которые вот у нас тут были столбики вот так с общей вершины пышные, и вот в эти 2 арки мы провязываем по 2 столбика без накида. 1, 2. И в следующую арку также 2 столбика. 1, 2. То есть вот так у нас получается. Затем перед нами арки, вот, которые по сторонам у нас от пышного столбика, который посередине. Мы сюда выполняем уже 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И над этим средним пышным столбиком мы выполняем пико из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. И выполняем соединительную петлю в вершину и одну петлю последнего провязанного столбика без накида. И в следующую арку также 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И в следующие 2 арки у нас по 2 столбика без накида. 1, 2. И в следующую. 1, 2. Все, то есть вот такой у нас получается раппорт. Здесь посередине у нас над вторым пышным столбиком вот так идет 3 и 3 столбика без накида. А вот здесь
над столбиками с общей вершины у нас тут 2, 2. То есть идет 2, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3. И вот здесь у нас пико из 3 воздушных петель. Все, вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 20 ряд до конца, в самую последнюю арку выполнили 2 столбика без накида, и теперь выполняем соединительную петлю в самый первый столбик без накида. Я делаю еще одну соединительную петлю, так, грубо говоря, на всякий случай. Вот так. Теперь можно эту нить обрезать. Я оставляю сантиметра 3-4 и обрезаю нить. Теперь крючком я вот так вытягиваю эту нить. Все, теперь как бы мы ни тянули, мы только сильнее будем затягивать эту петлю. И теперь я вот так в следующую петлю вставляю крючок, вытягиваю этот хвостик и вставляю сейчас крючок снизу в ту петлю, из которой выходит эта нить. То есть вот отсюда она у меня туда пошла. В эту петлю я сейчас вставляю крючок вот так снизу. Вот. И цепляю эту нить. И вытягиваю ее туда. Вот, то есть у меня по рисунку здесь получилась вот такая же косичка. То есть она как шла по рисунку, так и идет. И теперь крючок сзади вставляю сюда наперед, вытягиваю этот хвостик туда-назад. Все, и у нас здесь ничего не заметно. И теперь этот хвостик сзади за петлями, за столбиками можно спрятать и обрезать кусочек. Теперь нам осталось нашу салфетку только заблокировать, но можно также ее просто отпарить утюгом с изнанки, придавая руками форму, чтобы у нас все петельки и все столбики встали на свои места. Дорогие мои, мне очень нужна ваша поддержка в виде лайка, комментария и обязательно проверьте подписку на канал. Я стараюсь снимать все больше новых и интересных мастер-классов. А еще хочу напомнить, что у нас с вами в Instagram есть свой хэштег «Вяжу с Дуду», для того, чтобы вы могли показать мне фотографии работ, что у вас получаются по моим мастер-классам. Поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось, если нашли для себя порцию вдохновения, мне будет очень приятно. Подпишитесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны, и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные мастер-классы. А с вами был я, Эд. До скорого!